Всем привет! Сегодня мы начинаем серию обучения по продвижению вашего канала. Об этом меня давно просили. И первая и основная тема будет это теги вашего канала. Я не просто расскажу, как они работают и покажу, но и попробую вас переубедить в том, чтобы вы не игнорировали данный пункт, так как он очень важен. Теги канала, вернее теги не только видео творческая студия редактировать, но и самого канала творческая студия, настройки, канал, ключевые слова, основная информация. Погнали! С вашего позволения я приведу в пример себя. Представьте себе, что вы играете в Counter-Strike Source настолько хорошо, что с вашей командой пытаетесь уехать в Китай на World Game League. Но из-за каких-то событий этого не произошло. Не суть важно. Представьте себе, что на вас лежит куча банов, жалобы на им, что вы можете через стену по шагам определить местоположение противника и выстрелить ему в голову, не стреляя в дефолтные прострелы. Представьте себе, что вы умеете летать на самолете Microsoft Flight Simulator. Представьте себе, что вы играете только на хардах, и вы супер-про-геймер. И, конечно же, вы скажете, да зачем мне теги? Я же скилловой игрок. Как и любые другие миллионные каналы, меня заметят за мой скилл, и поэтому буду известным, и меня будут смотреть. Поэтому теги мне не нужны. Это все ерунда полная. Но нет, это не так, и это так не работает. И я объясню почему. Долгое время мой канал пустовал, и не было никакого продвижения. 13 лет это существование моего канала. На нем находились видео, в принципе, достаточно неплохие, с неплохим монтажом по уровню первого или второго, третьего видео. Но при этом абсолютно никакого продвижения не было. И вот почему. На просторах YouTube существует большое количество видео по различным тематикам, будь то кухня, будь то автослесарная или какие-либо другие тематики. И для того, чтобы YouTube понимал, кому предлагать ваши видео, вам необходимо проставить в настройках вашего видео и вашего канала правильные теги. Ведь если ваши видео не имеет тегов, YouTube просто не понимает, кому их давать. И, соответственно, он их не будет никому давать. Поэтому ваше видео и находится без движения и никому не предлагается. Ровно как и, допустим, у вас тематика кухарная, а попадается оно автослесарю. Автослесарь откроет ваше видео, скажет, зачем мне это впихнули, закроет ваше видео на первой-второй секунде, и у вас будет отвратительный CTR, то есть показатель просмотра видео. И, естественно, такое видео больше никому не покажется из-за плохой оценки. А для того, чтобы ставить правильные теги и правильно их вписывать, надо понимать, как они работают. Давайте рассмотрим, как работают теги. Что такое теги? Теги — это те поисковые слова, которые зрители вводят в поиски. Ну и не только зрители в поисковых системах больших гигантов, как Яндекс или Google. Они работают абсолютно так же. В самих тегах вы ставите те слова, которые будут присутствовать в тексте запроса. Если ваш тег большой, состоит из 5 слов, то он будет выдан тому, кто его вводит, только в том случае, если он ввел все эти слова и в том же порядке. Если же в ваших тегов, допустим, из 5 слов все 5 слов стоят отдельно, и он все эти 5 слов ввел, или, допустим, только одно из этих 5, ваше видео в любом случае ему будет показано, потому что любой из этих тегов присутствовал в поисковом запросе. Сейчас я вам подробно покажу. В данном случае показано, при вводе каких слов, какие слова будут выдаваться в поиске. Поэтому старайтесь большие слова не писать, то есть старайтесь их разбивать, но не особо увлекайтесь. И сейчас мы об этом поговорим. Если у вас возникли вопросы, вы чуть-чуть не поняли, поставьте на паузу, отмотайте назад и посмотрите еще раз. Помимо механизмов рекламы, также существуют механизмы наказания авторов канала, которые злоупотребляют такими
вещами, как тегами. Для того, чтобы наказывать таких авторов, существует некий блэк-лист. Что это такое? Это ваш канал существует, ваши видео существуют, но они не выпадают ни в рекомендации, ни в ленты, ни уведомления вашим зрителям. Ничего не приходит. Ваши видео не продвигаются. И длительность этого срока зависит от тяжести наказаний. Более подробную информацию вы можете найти в правилах YouTube. Поэтому смотрите, чтобы ваши теги всегда соответствовали содержимому видео. Если вы стримите игру Metro Exodus, пишите стрим Metro Exodus. Не надо писать там автомобили, шок-контент и так далее. Вы можете словить бан. Конечно, автоматом бан вероятность словить очень маленькая. Но вот если кто-то нажмет кнопку «Пожаловаться», то добро пожаловать. Надеюсь, я смог вас убедить, что теги использовать надо. Обязательно. И использовать их надо правильно. Но теперь главный вопрос. Где и как их размещать? Размещать их надо в двух местах. Первое – это в творческой студии. Редактируйте ваши видео или когда вы его запускаете, то есть публикуете. Мотаете вниз, развернуть. И здесь у вас есть окно теги. Сюда вы вписываете ваши теги. Какие лучше теги будет в конце видео. Подсказка, как можно подобрать лучшие теги. Сейчас мы поговорим о том, какие именно теги вписывать. Допустим, у меня речь в данном видео идет о программе VoiceMeeter Banana. Соответственно, я сюда пишу только то, что связано с ней конкретно, а не с моим каналом. Это VoiceMeeter Banana, VoiceMeeter. Еще раз вариации написания VoiceMeeter. Учитывайте, что некоторые пользователи не всегда правильно и четко вводят текст в поле поиска и могут допускать ошибки. Старайтесь эти ошибки учитывать и тоже писать варианты тегов в написании с ошибками, которые могут теоретически допустить те или иные пользователи, которые ищут. Так вы выиграете энное количество процентов зрителей. Они найдут именно ваше видео, а не что-то еще. В данном настройке программы у меня рассказано о том, как настроить ее и настроить для Discord. Поэтому я сюда написал VM Banana, ее различные вариации, как настроить Discord для стримов, программа OBS, микрофон, настройка микрофона помогает, для игр, как слушать на фоне стрима. Эти теги касаются именно тематики данного видео и именно данной программы. Далее, если вы, допустим, хотите сделать теги к какой-нибудь игре, давайте посмотрим, уберем фильтр поиска и, допустим, Metro Exodus, то здесь вы увидите, что у меня написано именно все про Metro Exodus. То есть тематика под видео тегов должна соответствовать содержимому вашего видео. Теперь поговорим про теги вашего канала. Для того, чтобы ваш канал продвигался вне зависимости от наличия видео, то есть независимо от того, ищет пользователь конкретное видео, то есть конкретную игру или не ищет, в любом случае YouTube следит за всеми своими пользователями, собирает статистику, кто чаще какие тематики смотрит. И, допустим, зритель смотрит раздел с играми. И не просто играми, а хардкорное прохождение. В этом случае у меня в настройках канала общей информации есть название моего канала, если кто-то будет именно его искать. Игры, games, летсплей, видеогейм, трансляция, стрим, хардкор, игры на ПК, новые игры. То есть вы сюда вписываете тематики всех видео на вашем канале. Не название игр и не челленджи, какие конкретно челленджи, а, допустим, просто челленджи, хардкор или лайтовый, без мата, с матом, 18+, или 5+, и так далее. Во что поиграть. То есть вы вводите именно тематики вашего канала. И вот мы с вами подобрались к финалу нашего видео. Мы разобрали, что такое теги,
какие теги правильно ставить и куда. Но теперь, допустим, у нас появился вопрос, я не знаю, какие теги ставить и что мне с этим делать. Небольшой сюрприз, есть программа бесплатная, которая позволяет вам настроить ваши теги грамотно, более того, поможет вам в аналитике вашего канала, подскажет, что у вас сделано и что у вас не сделано. Приложение называется vidIQ. Допустим, вот у меня есть видео Dead by Daylight прохождение. Кстати, не очень хороший показатель удержания. SEO при этом тоже якобы плохой, но у меня есть видео абсолютно с этими же тегами, где SEO настроено, показано хорошо. Ну, это не обращайте на это внимание, так бывает, к сожалению. И вот, пожалуйста, теги. Я могу их просто скопировать, и потом могу их вставить. Как видите, все оказалось очень просто. Так, допустим, вы можете в поиске найти видео, которое вы собираетесь проходить, скопировать их у кого-то, но не скопируйте случайно теги самого канала. То есть обязательно следите за тем, чтобы вы не скопировали чей-то чужой тег, а именно с названием канала. В противном случае вы можете получить бан, и уже не теневой бан, blacklist, а вполне себе реальный бан, страйк. Где же взять приложение vidIQ? Заходите в настройки вашего браузера, ну, на примере Chrome. Выбираете расширение. В Opera это, по-моему, в магазине. В Mozilla, по-моему, тоже в магазине. Яндекс браузер использует тоже магазин Chrome, поэтому в Chrome. И вот так называется приложение vidIQ. То есть делаете поиск vidIQ. vidIQ слитно, видите, как получается. Вот приложение vidIQ. Что оно нам дает? Как уже ранее упоминалось, вы можете зайти на ваш канал, проверить чек-лист, заголовок сделан, теги сделаны, описание сделано, подсказки сделаны. Нету конечных заставок, обратите внимание, это, кстати, очень важно. Но об этом мы поговорим в следующем видео. Значок видео в высоком разрешении. Ответили ли вы на последний комментарий? Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас отвечу. Поделились ли на Facebook? Ну, я Facebook вообще ненавижу, поэтому это мое личное мнение. Я не говорю, что он плохой. Поэтому я им не пользуюсь. Наличие монетизации не включено. Добавлен ли в плейлист? Тоже не добавлен. Видите, косячник какой? Видите, как плохо делаю? Публичный. И вот чек-лист, который помогает вам определить, насколько вы все правильно сделали. И, соответственно, можете увидеть теги. Можете увидеть статистику по каналу. Теги, увидеть теги канала. В том числе вы можете у другого человека по видео посмотреть теги его канала. Можете посмотреть статистику вашего канала. Это вам очень сильно поможет. Заходите сюда, далее аудит канала. И мы видим, какие видео дают больше всего приходов, просмотров. То есть контент для повторения. Это те видео, которые рекомендовано, контент, который рекомендовано повторить, которые приносят наибольшее количество подписчиков. Дальше показана статистика, общее время просмотра минут, среднее время просмотра, наиболее лучшие результаты, лучшие плейлисты, лучшие предложения, не владелец, контент, требующий улучшения, у которых очень плохие показатели, средние показатели за последние 30 дней. То есть, и это все бесплатно. То есть там есть платный пакет, но мне вполне хватает бесплатного пакета. Дальше вы заходите в редактирование тегов и смотрите каждый тег. Жмете вот на этот значок. Показано поисковый объем 1 866 593. О чем это говорит? О том, что люди и 1 866 раз 593 тысячи искали именно по этому тегу. Вот у меня галочка стоит, еще стоит Dead by Daylight. И этот поисковый, этот тег
искали 4 миллиона 878 тысяч. То есть он хороший. А вот этот тег Aurun DBD искали всего 4187 раз. И поэтому он плохой. Я его поставлю, займу пространство, потому что у нас же поле тегов имеет всего 500 символов. И вы его займете тегом, вырежете оттуда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 символов оттуда вырежете, просто ради того, чтобы было 4000 запросов. Я могу их потратить как-то более умно. Вот есть Games, 1 миллион 698 тысяч. Let's Play, 1000. Кстати, есть смысл удалить. Видите, как хорошо посмотрел? Раньше статистика другая была. Walkthroughs. Кстати, God of War очень хорошо ищут. Видите, уже видно, что есть плохие теги, есть смысл их удалить. Dead by Daylight, DBD, Rim, Gaming. Когда вы поставили самые лучшие теги, как здесь сделано, и у вас осталось еще свободное место, вот тогда уже можно ставить теги с не очень хорошим количеством поисков. То есть это не значит, что его не надо ставить. Обязательно каждый тег надо. Он тоже принесет вам немного зрителей. Но только после того, как вы поставили самые лучшие теги. И когда у вас еще осталось свободное место, так уж и быть. В этом случае вы их дополняете уже тегами не со столь большими количествами. Видите, добавил тег. Вот, кстати, я сейчас плюсик нажал, и тег добавился. Видите? Можно сохранить изменения. Ой, это ж не ДБД. Ну, вы поняли. Таким образом, за счет этого приложения вы можете не только понимать, хороший это тег, но вы еще, вот видите, рекомендации. Допустим, сейчас я вам покажу. Выбираем, давайте на ответвленную тематику спорткар, да? Спорткар. Ставим запятую. И теперь он нам помимо этого тега предложит еще дополнительные теги с хорошим объемом поиска. В платном пакете будет предлагать прям с очень большим объемом поиска. Видите? И можно добавить, допустим, авто. Он помогает также в поиске хороших тегов. Вот, пожалуйста, добавилось авто. Если же вы не доверяете этому приложению, не хотите его по каким-либо причинам ставить, есть сервисы, которые позволяют просматривать теги на чужих каналах. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю о том, что если вдруг вам фантазии не хватило, и вы не знаете, что поставить в качестве тегов, посмотрите их у других каналов. Только не забудьте убрать чужие теги, а то бан вам обеспечен. Сервисы есть, допустим, Олег Орлов называется сайт. Олег Орлов. Это вне Ютуба, это через Яндекс вводите в поиске или через Google Олег Орлов. И заходите, вставляйте ссылку в видео, и вы увидите все теги, которые там присутствуют. Но тогда вы их не сможете скопировать, как здесь, через одно нажатие. Вот здесь через одно нажатие. А вам придется ручками их всех переносить. Пожалуйста, пользуйтесь данным приложением и улучшайте качество просмотров ваших видео и, само собой, продвижение. Надеюсь, я смог вам помочь. Доступно объяснил, как работают теги. Все остальные вопросы и тематики продвижения каналов будут в последующих видео. Ставьте лайки, рекомендуйте мои видео другим друзьям, коллегам. Это очень хорошо продвигает данные видео и мой канал. Спасибо, что остаетесь со мной, что просмотрели это видео. Всех люблю, целую. Мужикам жму руку, дам целую в щечку. Всем удачи, всем пока-пока.